morning. We're going to talk about addictions a little bit today. Доброе утро. Мы с вами сегодня будем говорить о зависимостях. And there are addictions of many types. И есть зависимости разного вида. And people are making up new addictions all the time. И люди все время придумывают новые зависимости. So I thought I would suggest one more. И я хочу предложить еще одну. And it relates to my definition of an addiction. И она имеет отношение к моему определению того, что такое зависимость. Sometimes a person, often a man, will come in as a client. Иногда человек, часто именно мужчина, приходит как клиент. And he will say, my wife says I have an addiction. И он говорит, моя жена сказала, что у меня есть зависимость. And he'll describe the behavior. И он опишет поведение. And he'll tell me what he's doing. И расскажет мне, чем он занимается. And he'll ask me, is this an addiction? И он спросит меня, зависимость ли это? And, well, actually, it's probably not so important that I believe he has an addiction. Ну и не так важно, считаю ли я, что у него есть эта зависимость. It's more important what he thinks. Важнее гораздо, что именно он думает об этом. Does he think he has an addiction? Думает ли он, что у него есть зависимость? So one of the ways I try to help him decide whether he has an addiction Один из способов, с помощью которых я помогаю ему принимать решение, есть ли у него зависимость, is to ask him заключается в том, чтобы спросить у него, what other problems does this activity bring into his life? а какие еще проблемы эта деятельность привносит в его жизнь. So, for instance, an alcohol addiction might lead to a person getting in trouble. А, к примеру, алкогольная зависимость может приводить к тому, что у человека возникают разного рода проблемы, сложности. His wife might be very unhappy. Его жена может быть очень несчастна. His children might be afraid of him. Дети его могут бояться. He might lose his job. Он может потерять свою работу. He might become homeless. Он может стать бездомным. And all of these signs, to me, might say, yes, you have an addiction. И все эти знаки указывают мне на то, что да, у вас зависимость. But he still might not agree. Но он до этого момента все равно может не соглашаться. So I might say to him, yes, but you drink a lot. Я могу ему сказать, да, но вы же много пьете. He says, yes, I drink a lot, but it's not a problem. Он может сказать, да, я пью много, но это все равно не проблема. So he doesn't really believe this is a problem for him. Он не верит, что это проблема для него. So that's one of the ways I try to help a person decide whether they have an addiction or not. Это один из способов, с помощью которых я помогаю людям принимать решения, есть у них зависимость или нет. The word addiction is really just a word. Слово зависимость это просто слово. But it might be that a person who says, yes, I have an addiction, would be motivated to get some help for the problem that's causing other problems. Но может быть так, что человек говорит, что да, у меня есть зависимость, и это может отражать наличие у человека мотивации решать те проблемы, которые возникают у него и у других людей вследствие того, что с ним происходит. This morning I'd like to talk about excitement addiction. А сегодня я хочу поговорить о зависимости от восторга. So now, since your country has been involved with the war, you have some veterans from your war that are in your society now. Ну и поскольку наша страна сейчас находится в состоянии войны, у нас есть уже много ветеранов. When I was here a few years ago, the war was, I think, more, how should I say, people were more worried about the war at that time, I think. Когда я был здесь несколько лет назад, люди переживали из-за войны тогда еще больше, чем сейчас. So maybe right now people aren't quite as worried as they were once before. И, возможно, сейчас они уже не так сильно переживают из-за войны, как они переживали об этом раньше. However, there is a stream of veterans coming out of the war that are coming back into society. Но есть огромное количество ветеранов, которые которые прошли через военные действия, и они возвращаются в общество. So I want to talk about a problem that maybe some of them have. И я хочу с вами говорить о проблеме, с которой некоторые из них, возможно, сталкиваются. And it might apply to veterans, but it also might apply to other people. Эта проблема относится к ветеранам, но также она относится и к другим людям. What is the problem that we normally think about with war veterans? Какие проблемы, о которых мы обычно думаем, когда речь идет о ветеранах войны? Что нам приходит в голову обычно? Посттравматическое расстройство. PTSR, PTSD. Yeah. And it's a stress-related disorder. Это расстройство, связанное со стрессом. And
it involves the impact of a high level of stress and trauma on a person. Оно включает в себя влияние стресса высокого уровня и травмы на человека. I want to suggest that there might be another stress, you could say stress-related disorder, Я хочу предположить, что есть еще одно расстройство, связанное со стрессом, that maybe is on the other end of the traumatic stress. которое находится на противоположной стороне континуума по отношению с травматическим стрессом. And that is the lack of stress. И это нехватка стресса. And I don't know if you can think of a way that could be a problem. Я не знаю, можете ли вы сейчас придумать пример того, как это могло бы быть проблемой для человека? But think about how sometimes it's excitement-seeking behavior can be a problem. Но подумайте о том, как иногда поведение, в ходе которого человек стремится к получению восторга, может вызывать проблемы. I'd like to talk a question, how much stress does a person need to have in their life? Я хочу сейчас коснуться вопроса о том, как много стресса нужно человеку в жизни. Это нечто сродни адреналиновой зависимости? Это нечто сродни адреналиновой зависимости. Is it something like adrenaline addiction? Yeah, yes, that's really the thing I was thinking of. Вот Adrenaline как раз о addiction. чем я думал, да, адреналиновая зависимость. Or the article that I read about this was called Adrenaline Junkie. Is that junkie is usually a drug addict. Ну и статья, которую Алан об этом недавно читал, называется «Адреналиновый наркоман». And of course, we're acting as if a person drinks adrenaline the way we drink alcohol. Ну и мы смотрим на это так, как будто человек выпивает, так сказать, адреналин аналогичным образом с тем, как другие люди пьют алкоголь. But that's not, of course, what people do. Но это не то, чем люди занимаются. But people will do exciting things in order to get the excitement, the feeling of excitement that they have. Люди часто делают то, что вызывает у них восторг, именно с целью испытать этот восторг. So what I'm suggesting is that sometimes an absence of stress is a problem for some people. И для некоторых людей отсутствие стресса является проблемой. For instance, being very bored. К примеру, если человеку очень скучно. And so sometimes we might have too much stress in our lives, Иногда у нас может быть слишком много стресса в жизни. but other times we might say, I don't have enough stress in my life. Но в других случаях мы можем сказать, у меня не хватает стресса в жизни. And so, of course, we understand that sometimes some people who come back from the war have been facing overwhelming stress in their lives. Иногда мы понимаем, что люди, которые возвращаются с войны, сталкиваются с чрезмерным стрессом в своей жизни. But this kind of problem can also affect police officers, Но подобного рода проблема может также коснуться и полицейских, firefighters, пожарников, emergency medical people, caregivers. людей, которые предоставляют скорую помощь в экстремальных ситуациях, Now, медиков. a complicating factor for some people who have war trauma Осложняющим фактором для некоторых людей, у которых есть травма, связанная с войной, is the fact that they do things that are sometimes against their own conscience. является факт, который заключается в том, что они делают вещи, которые часто противоречат их собственной совести. That is, there is we feel badly when we hurt people. Но обычно люди себя очень плохо чувствуют, когда они причиняют другим людям боль. And unfortunately, that's what soldiers sometimes have to do, is to hurt people. И часто именно это приходится делать солдатам, причинять другим людям боль. So sometimes associated with the stress and trauma of war and combat and fear, И часто связано со стрессом, травмой, связанной с военными действиями, и страх, который сопровождает все это. is guilt that's associated with those other stresses. Возникает чувство вины, которое связано со всеми остальными стрессовыми факторами. I'm not really going to talk a whole lot about the guilt at this moment. Я сейчас не собираюсь много говорить о чувстве вины, But one of the things I want to talk about, especially for veterans, what they face is the lack of stress, the lack of excitement in their lives. но один из аспектов, о чем я хочу говорить сейчас, в особенности то, чем сталкиваются часто ветераны, это недостаток стресса, недостаток вот такого драйва в их жизнях. Now, military life, along with the police officer's life,
or the life of a firefighter can have a lot of excitement in it. Жизнь военных, жизнь полицейских, жизнь пожарных включает в себя довольно много драйва. Very stressful training, perhaps. Очень стрессовый тренинг они проходят, обучение. And of course, the fighting can be very stressful too. И сами сражения, сама борьба с какими-либо стихийными бедствиями и устранение другого рода проблем тоже является очень стрессовыми. But along with the fear and terror, sometimes when there aren't times of terror and fear, Но одновременно со страхом и ужасом there are times of terrible boredom. есть моменты жуткой скуки. So some soldiers will describe their combat experience as a life of terrible boredom that's punctuated by moments of chaos and terror. Некоторые солдаты описывают свою жизнь в процессе военных действий как то, что напоминает периоды очень сильной скуки, которые прерываются моментами хаоса и ужаса. And so part of a soldier getting used to that kind of life is getting accustomed to the excitement and the fear. И часть того, с чем сталкиваются солдаты в процессе адаптации к такой жизни, заключается в том, что у них вырабатывается привычка к этому драйву и к страху. And some people, maybe not everyone, but a few may even come to enjoy it, enjoy the excitement. И некоторые люди, возможно, немногие, очень мало их, но они приходят к тому, что им нравится этот драйв. And they might say, there's nothing that can compare with the excitement that I feel doing this. Они могут сказать, что нет ничего, что могло бы сравниться с тем, что я испытываю, когда происходит это. And so for some of these folks, a life with no excitement is very difficult for them to live. Для некоторых из этих людей жизнь без такого драйва является очень сложной, им очень тяжело жить такую жизнь. When they've experienced this adrenaline rush, this adrenaline excitement, Когда они уже испытали этот адреналиновую спешку, этот адреналиновый драйв, that may come from a military life, который может возникать из военной жизни or from what we call extreme sports, или из того, что мы называем экстремальным спортом, or intense competition. или интенсивными соревнованиями. I've seen some videos of, I'm not certain if they were Ukrainians or Russians, but they were up high on a what is it called? Electric tower with the electric lines. Я видел видео, я не знаю, кто это были украинцы или россияне, но они были высоко на вот этих вот вышках, которые поддерживают электрические провода. Up hundreds of feet in the air. Сотни футов в воздухе. So sometimes it's difficult for them to give up the excitement, so they seek it in other ways. Им часто сложно отказаться от этого драйва, они начинают искать его каким-либо другим способом. Many times young people, young men will join the military. Очень часто молодые люди вступают в ряды армии. And we might call them heroes because they go to defend the country. И мы называем их героями, потому что они идут и защищают страну. But often the motivation for the young man is to get some excitement in his life. Но часто мотивацией их является получение этого драйва и восторга в своей жизни. And sometimes the ability to have not a boring life, but an exciting life is something that really motivates people to join the military. И часто возможность иметь вот такую жизнь, полную каких-то неожиданностей и полную драйва, насыщенную драйвовыми переживаниями, именно это является тем, что мотивирует людей участвовать в военной жизни, вступать в армию. And whereas sometimes we might say the thing that they're doing to defend the country is very important, but it's dangerous. Ну и мы знаем, что то, что они делают, защищая страну, является очень важным, но это также и опасно. Sometimes the logic in a person's mind might reverse. И часто логика в сознании человека может становиться обратной. That because something is dangerous, then it must be important. Что из-за того, что что-то является опасным, это значит, что это важно. And maybe that's just a way for us to rationalize, is that right? Rationalize our risky behavior. И, возможно, это один из способов, с помощью которых мы рационализируем наше рисковое поведение. So what I'm saying is that we who are in the caring profession and the healing, И мы, представители профессий,
которых, заботящихся о людях и занимающихся исцелением людей. Often we think of that one end of the trauma end of the stress spectrum. Мы часто думаем именно о травматическом конце вот этого спектра, And we see the trauma and the trouble only on that end. и мы рассматриваем травму и проблемы только с этой точки зрения. But sometimes people who have those kinds of experiences and they've gotten used to that kind of life, Но часто люди, у которых есть подобный опыт, и люди, привыкшие к подобного рода жизни, have a hard time coming to the other end of the spectrum where it's peace and quiet. испытывают сложности, возвращаясь на другой край континуума, где они чувствуют мир и спокойствие. Let's see. So sometimes what they will do are some of these things. Иногда они могут делать следующие вещи. Many times they'll go back Они могут возвращаться, because they'll say civilian life doesn't have anything like the same kind of excitement that this does. они могут говорить, что жизнь в мирном обществе не имеет ничего общего и не дает им подобного рода драйвовых переживаний, как они получали в процессе военной жизни. Or they might become depressed when they get injured, so they can no longer do those things. Или они могут испытывать депрессию, если они были травмированы, и больше они не могут заниматься подобного рода работой. Or they change jobs, or they get assigned a different place. Или их, например, направляют служить в другом месте, и это тоже может вызывать у них депрессию. I think sometimes this might be part of the problem for those who are injured and who are casualties in war, and they can no longer go back to their friends. И часто бывает проблема у людей, которые были травмированы, в том числе физически травмированы в процессе военных действий, и они больше не могут возвращаться туда, где они служили ранее. They may decide to ride a motorcycle real fast. Они могут принять решение заниматься быстрой ездой на мотоцикле. Or they might get involved in extreme sports. Или заниматься каким-либо экстремальным видом спорта. Or try to test their abilities in survival experiences. Или проверять свои способности выживать в экстремальных ситуациях. Or something that came to me recently when I saw an account of a soldier who was killed and he left behind a wife and 3 little daughters. И недавно я видела аккаунт солдата, который был убит, и у него осталась жена и 3 маленькие дочери. And so sometimes we ask, why would a person do that? И мы можем иногда задаваться вопросом, почему же он мог хотеть вернуться и снова участвовать в военных действиях, если у него так много было того, что он мог потерять. And sometimes it's this excitement-seeking behavior that motivates people to get into this life and stay in it. И иногда это именно это поведение, мотивированное поиском драйва, как раз и способствует тому, что человек ищет подобного рода опыт. No, I don't really want to invent a new disorder. Я не хочу изобретать новое расстройство. And I don't want to say that this is another form of illness. Я не хочу сказать, что это другая форма болезни. But I do want to say that maybe it's something that a counselor or a family member needs to consider when they're dealing with someone who is doing a lot of exciting things. Но это что нужно учитывать консультанту или члену семьи, когда мы сталкиваемся с людьми, которые делают много каких-то таких экстремальных вещей. Right, and that's again, I don't mean to say that the man was mentally ill. Я не хочу сказать, что он был что у него было какое-то психическое расстройство. But he might not have been keeping in mind not just the risk to himself, but the risk to other people in his Он, life. возможно, не учитывал риск, который был у него по отношению не только к самому себе, но и с точки зрения ответственности по отношению к другим людям. It's just another set of responsibilities too, though. И там могли быть другие какие-то еще ответственности. And that would be maybe to the country, Возможно, это ответственность перед страной, but also to his friends in the military. но, возможно, также и ответственность перед его друзьями в армии. Because when people go through those intense and dangerous experiences together, Потому что когда люди переживают такой сложный, интенсивный, опасный опыт вместе, they develop very close attachments.
они развивают очень сильную привязанность друг по отношению к другу. And sometimes that attachment is difficult for anyone who's not associated with to understand. Иногда эта привязанность, с этой привязанностью очень сложно, ее сложно понять другим людям. So that's another reason sometimes why people will go back into the military, because they want to go back to be with their friends again. Это одна из причин, почему люди возвращаются служить в армии. Часто это потому, что они стремятся быть вместе с друзьями, к которым они так привязаны.